Добрый день, дорогие подписчики, точнее доброй ночи. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь. Надеюсь, что вы будете ставить колокольчик, лайк, палец вверх, комментарий обязательно оставляйте свой. Рассказывайте о своих интересных случаях, о том, что вам понравилось и что бы вы хотели узнать. К сожалению, по статистике нашего канала мы замечаем, что большинство людей, которые смотрят наш канал, не подписаны, ставят колокольчик, и из-за этого алгоритмы YouTube, к сожалению, хуже нас показывают, а показывают всяких людей, которые не знают, что такое магия, а просто вешают лапшу, так называемую. Заказали работу, я сейчас вот ее делаю уже больше 2 месяцев. Мать одного мальчика в одной европейской стране узнала, совершенно случайно узнала, в 15 лет, она русская, что я мальчик, которому 15-16 лет, определил себя как мужчина нетрадиционной ориентации. Вот, естественно, она в большом шоке. Для нас, это для россиян и людей, которые родились в России, это достаточно сложно принять, что твой ребенок, которого ты любишь, не той ориентации, какой бы хотелось тебе, как родителю. Для меня, на самом деле, это не особо важно, но для меня бы это тоже было ударом, но ребенка надо принимать любым, каким бы он ни был, я так считаю. В данном случае мать приняла решение, она имеет право, ребенку еще нету 16-18 лет. Она приняла решение попробовать сделать так, чтобы ему нравились девочки, и чтобы он переключился с мужского пола на женский. Сейчас я делаю эту работу, я ее почти закончил. Я работал больше 2 месяцев, это достаточно сложная работа и занимает достаточно приличное время. То есть от начала работы это до результата, до конца может занимать до года, до 2, потому что это меняется подсознание человека, психика и восприятие мужчин и женщин. У меня заказали эту работу, я успешно ее сейчас заканчиваю, доделываю. Я уже почти закончил, работа уже почти сделана. Осталось некоторые штрихи. Слышите, как огонь себя странно ведет? Это как раз мужское восприятие. Очень, в данном случае проблемой всего явился, скорее всего, отец. Как я понимаю всю ситуацию, отец не участвовал в жизни ребенка, более того, он очень плохо относился к матери. И вот именно такие страхи, боязни приводят молодых людей, девушек, мужчин. Это не всегда, но это часто бывает, приводит к тому, что ему не хватало мужской любви, отцовской, и он пытается эту любовь получить у сверстников, уходя в нетрадиционную ориентацию. Я не спорю с людьми, которые считают, что таким можно родиться, да, но я знаю также, что в 50% случаев это какая-то психологическая травма, которая была нанесена ребенку, человеку, мужчине или женщине. И из-за этого как раз и меняет обычно пол или становятся людьми нетрадиционной ориентации. Я не говорю, что эти люди какие-то не такие, они совершенно нормальные. Но вопрос в том, насколько сознателен был психологически это выбор, и человек изначально был таким. Вот он любит только мальчиков или только девочек. В смысле, женщина только женщин или мужчина только мужчин. Или это является следствием психической травмы какой-то, детской или жизненной. Если это следствие психологической травмы, то я считаю, что это надо исправлять. А если это человек с этим родился, он такой вообще в принципе,
то здесь ничего не надо менять, надо принять человека такой, какой он есть, и любить его таким, какой он есть. От этого он не поменялся и хуже не стал. Но в данном случае я считаю это глубокая травма, нанесенная отцом. Он был очень черствым человеком, почти не общался с сыном. Сыну не хватало мужской любви и поддержки. Из-за этого он начал искать любовь, поддержку у сверстников, скажем так. Ну, это, скажем так, из опыта, из больше 20-летнего опыта людей, которые обращаются ко мне. То есть, еще раз повторяю, я не считаю, что у всех это травма или что-то произошло. Я считаю, ну, у 20-50% людей это ненормальное состояние, это какая-то психологическая травма в детстве, в подростковом периоде или бывают такие психологические травмы, когда, например, женщина наносит очень сильную психологическую травму мужчине в 30-40 лет, и мужчина, боясь продолжать отношения с женщиной, скрываясь, думая, что мужчины его больше поймут, начинает встречаться с мужчинами. Хотя, в принципе, он изначально всегда любил женщин, и также и с женщинами. Большинство это, ну не большинство, там 20-30% это психологические травмы. А остальные это люди такими выросли, и их надо воспринимать такие, какие они есть. Вот. На данный момент мы почти работу закончили. Сейчас остался последний штрих. Вас прошу обязательно подписаться на наш канал, ставить колокольчик, лайк, рассказывать о своих интересных историях из жизни любви, несчастных или счастливых. Лучшую историю мы отберем с моим другом и помощником. И выберем 5 лучших историй из 5 лучших историй. Разыграем среди вас, кто из вас станет победителем. Мы расскажем эти истории на ютубе, зачитаем вам, и выбор будет за вами. Из 5 историй, которые мы лично отберем, мы выберем лучшую. На самом деле не всегда можно изменить, сделать так, чтобы любимый человек, который поменял ориентацию или был изначально таким, смог обратно любить женщин или смог обратно любить мужчин, ну, в зависимости от пола. Надо смотреть ситуацию, исходить из психологического состояния и что к этому привело. Ну, в большей части вариантов можно помочь. Но если человек сам по себе такой, он таким родился, надо просто, мне кажется, его воспринимать таким. А всем желаю счастья, независимо от пола и от вашей принадлежности, традиционной, нетрадиционной ценности или ориентации. Главное в жизни, все мы ищем любовь, счастье и понимание друг друга. Любите друг друга, получайте удовольствие от близких людей, цените близких людей
Цените время, которое вы проводите с близкими людьми. А самое главное, любите и будьте счастливы. Всего хорошего. Мы почти работу закончили. До свидания.